Всем привет, парни! Сегодня хотел бы поговорить о фазе. Давно не было роликов о ней, и пора бы уже под конец года, так сказать, обновить. Мое мнение, изменилось ли оно об этом танке и стоит ли его брать за жетоны боевого пропуска. Сразу оговорюсь, что, конечно, стоит. Фаза как была хорошим сбалансированным танком, так и осталась. Поэтому давайте будем разбираться, что именно в ней такого интересного. Присаживайтесь, берите что-то поесть и полетели. Фаза — это американский тяжелый танк 9 уровня, который можно получить за жетоны боевого пропуска. И машина, она не является премиумной, что очень важно. Это акционный танк, на котором можно просто прокачивать экипаж. И, друзья, это нужно держать в голове, потому что я полагаю, что многие игроки действительно думают, что это прем. Ни в коем разе нет. У машины очень хорошее, комфортное орудие, очень неплохая бронированная башня, о которой мы поговорим в Collision более детально, но довольно рыхлый корпус. Иногда что-то способен отбить, конечно, но назвать его прям сверхбронированным я не могу. Машина играется в рельефе. Можно идти в размен в открытой местности, но ДПМа у нас как такового нет. Танк хоть и не самый худший по скорострельности, но все же перестреливать одноклассников будет крайне и крайне сложно за счет того, что критуемость у машины она имеется. Орудие у нас видим, что 10 уровня. 120-миллиметровая пушка, имеет бронепробитие базовым снарядом 258, голдовый кумыс пробивает 340, и это уже приятно, то есть кумулятивы здесь действительно очень хорошие. Я очень часто играю на этой машине именно на кумулятивах, потому что они комфортные, имеют отличное бронепробитие, и с ними просто можно хорошо реализовывать этот танк. Альфа-страйк у нас в обоих случаях, как на ББ, так и на кумулятивах 400 мм, что является неплохой альфой для 9 уровня. Не рекордной, типа там 530, 490, но все же 400 это не 360, не 320, играть можно. Разброс базовый 0.38, сведение 2,5 секунды. На 100% экипаже с боевым братством мы получаем разброс уже 0.36, сведение 2,34 секунды. И это уже неплохая точность. Учитывая, что назвать фазу прям танком-снайпером я не могу, точности конечной действительно хватает для того, чтобы реализовывать эту машину на средней и, конечно же, близкой дистанции. По оборудованию есть большое количество разных наборов, которые можно сюда установить. Конечно, если вы хотите играть на танке на полную катушку, то есть вы хотите на нем кататься в свое удовольствие, то оборудование, конечно, ставьте трофейное, лучше боновое, чтобы максимально раскрыть эту машину. В моем случае я выбрал 3 оборудования. Это закалка, турбина и досылатель. Полевую модернизацию я здесь не качаю, поскольку качаю не экипаж, но я думаю, там ничего сложного не будет. С тем, чтобы определиться, все выбираете под ваш тип геймплея, секретной кнопки здесь какой-то, конечно же, нет. Другие альтернативные варианты оборудования: можно поменять турбину на стабилизатор. Это тоже имеет место быть. Закалка, я думаю, должна быть, потому что танк в размен идет довольно часто, и хпшек мы видим, что у многих танков 9 уровня и тем более десяток больше, чем у вас, поэтому придется количество хп поднимать. Закалка, друзья, я считаю, это обязательное оборудование. Турбину можете поменять под свой тип уже непосредственно. По перкам экипажа, как видим, боевое братство, ремонт, плавный поворот, плавный ход, то есть все в таком ключе, стандартно для классической игры на ТТ. Давайте теперь посмотрим непосредственно Collision, а там уже посмотрим бой. Поэтому, друзья, поехали в Collision. Collision модель, друзья, выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД очень рыхлая, 216-217 мм. Поднимаясь выше к башне, конечно, там уже наклон серьезный и цифры также серьезные. НЛД у нас прямое практически, сюда пробивается любыми восьмерками, не считая там средних танков типа Т-44, которые не имеют такого пробития на базовой пушке. Сюда будут пробивать все. Корпус у нас рыхлый, и надеяться на то, что он будет что-то отбивать, я бы не стал. В бортах броня имеется, но здесь такая странная конструкция борта, что и надгусеничная полка пробивается, и в погон здесь иногда залетает. Что-то отбить способен, но на постоянку я бы не рассчитывал. А вот в башне, друзья, в башне все очень даже неплохо. Фаза как только вышла, и не все знали, куда ее можно пробивать, она была довольно сложной такой целью. Но, друзья, те, кто разбирается, знают, что она пробивается прямо в фонарь. Очень-очень плотно вот здесь есть зона над орудием. Кумулятивом 340 сюда реально ее пробить. Пробивается башенка, соответственно, болячка всех американцев. И пробивается с одной стороны иногда вот здесь в щеку. Вот здесь вот иногда залетает. Ну, то есть фонарь — это уязвимая зона, в которую фазу реально
выцелить. В остальном башня защищена довольно неплохо. Борт башни, конечно, он 150-200 мм, в зависимости от наклона, и пробиваться сюда будет. Лоб башни защищен неплохо, и поэтому реализовывать ее в рельефе можно, друзья. И именно сейчас такой бой я вам и покажу. Поэтому с броней разобрались, поехали теперь посмотрим бой. Бой, друзья, как видим на карте Вестфилд, в топе списка, забросила еще и на хороший респаун. Все максимально расположено к тому, что это будет настрельный хороший бой. Я сразу заряжаю кумулятивы, потому что здесь много машин, которые будут стоять от холмов, соответственно, от башни нужно все сразу пробивать. Фаза именно такой танк, который имеет очень приятный премиум снаряд, и не пользоваться таким снарядом, друзья, это глупость глупая. Поэтому я рекомендую, опять же, прививаю к вам использовать все возможности машины. Если вы хотите поднимать свою статистику, хотите настреливать хороший урон, премиум снаряды — это ваш выбор. Да, есть машины, у которых свои базовые снаряды имеют хорошее бронепробитие, но если есть такой хороший кумулятив, как 340, друзья, этим нужно пользоваться. У нас углы вертикальной наводки в минус 10 градусов, и это очень и очень приятно, позволяет нам стоять от рельефа, стоять от головы, и фаза именно создан танк для того, чтобы стреляться, как я уже говорил, в рельефе. Забрасываем тычечку по Т-30, 440 вылетает, приятно альфа, больше стандартного урона, очень и очень даже хорошо. Видим, что мы шикарно чувствуем себя в этой позиции. С другого респауна было бы тоже неплохо, но с этой стороны все-таки возможностей для реализации у нас побольше. Бой, конечно же, друзья, на мастера. Будет настреляно хорошее количество урона. По моим рекомендациям, как нужно играть на этой машине. Все очень сильно зависит от карты. Конечно, сейчас ВГ очень приятно работают над картами, стараются их сделать сбалансированными. Это не может меня, конечно же, как игрока не радовать. Действительно приятно заходить в танки и видеть то, что разработчики занялись этим вопросом. И сейчас на большинстве карт исправлены разъезды, исправлены респауны частично. То есть я имею в виду зоны подъезда к основным зонам сражений. То есть это все поправляется. И играть становится, конечно же, приятно. Хотелось бы, чтобы игра развивалась в этом направлении. Кстати, друзья, напишите ваше мнение о случайных событиях. Как вам такая вот механика? Мне лично очень и очень нравится. Какое-то, знаете, разнообразие. Видим, что есть небольшой поджим слева. Я решаю помочь нашему лесу. Не удалось мне здесь в Калибан забросить. Был бы стабилизатор вместо турбины, скорее всего бы в Калибана снаряд полетел. Поэтому смотрите, друзья, закалку нужно оставлять. Здесь, конечно, я сам ошибся. В Тигермаус в ЛДшку попал. Он меня, кстати, не пробил, а стрелял мне в корпус. То есть, видимо, к погону башни попал. Туда повыше, где пробитие не случилось. Видим, что кумулятив действительно приятный, залетает хорошо. Тут ловлю от типа. Сейчас этих типов огромное количество в рандоме повыпадало из коробок. Мы с вами, конечно, тоже коробки пооткрываем. Я немного позже себе прикуплю какое-то количество. Пока не знаю, сколько их будет, но посмотрим. Неудачный раш от Т-10. Мы остаемся здесь с союзниками. Здесь противники делают большую ошибку, они могли бы выдавить нас, поскольку стволов здесь действительно мало, но они приняли решение этого не делать. Даю по французу, спокойно, безнаказанно. Можно было бы загрузить ББшку здесь, но я решаю на это не отвлекаться. Еще один шот. 3200 урона у нас уже есть, 1000 на света. Как видим, максимально для нас комфортный бой, неспешный. Цели для нас спокойно подставляются, ничего не делают. Француз здесь понял, что играть уже смысла нет, сдался. И мы его тихонько отыграем. Так вот, друзья, фаза — это танк, на котором, как и из прошлого ролика, кто смотрел по американским йохам, здесь главное неспешный геймплей. То есть в том плане вы должны в начале боя, до загрузки, то есть когда вы видите уже какая карта, какой респаун, подумать, где вы можете быть максимально эффективным. Это именно такой геймплей, когда вы танк используете по назначению. Играть от корпуса на нем смысла никакого нет. Вас любой, большая часть, не любой, большая часть тяжелых танков перестреляет без проблем. А непосредственно, если вы будете стоять в рельефе от головы, то вы способны отбивать снаряды, способны давать урон. Пушка здесь очень комфортная, стабилизация у танка тоже сносная. Не эталонная, конечно, но способна позволять вам настреливать комфортно урон, как видим. Здесь Тигермаус решает на меня подъехать, но я спокойно сдаю назад, понимая, что у него орудие находится ближе к задней части машины, и он
выкатиться бесплатно по мне не сможет. Здесь все-таки я ему подставил свой борт и получил урон. Поэтому, друзья, когда начинается бой, мы загрузились, начинается 30-секундный отсчет, вы начинаете думать, куда вы можете поехать. Если карта не благоволит вам рельефом, то стоит подумать, куда бы вам проехать, играя от союзников. Такой вариант геймплея тоже присутствует, можно играть от ХП команды. Да, не все смогут это делать правильно, но кто сможет, тот будет приятно вознагражден, как говорится. Поэтому подход должен быть таким. Знание карты обязательно. Ну и, конечно же, умение стрелять, знать слабые стороны противников, потому что хоть у нас и есть кумулятив 340, но если вы не знаете, куда пробивать, вы им пробивать не будете. Поэтому, отвечая на вопрос, стоит ли его брать за жетоны боевого пропуска, ФАЗ остается хорошей сбалансированной машиной, на которой приятно и комфортно играть. Поэтому результаты боя, друзья, перед вами. Я могу смело вам рекомендовать ФАЗу к покупке, потому что это танк, на котором можно спокойно заходить в рандом, получать удовольствие и наслаждаться в целом машиной. Поэтому не забывайте поставить ваш лайк, подписаться на канал и до новых встреч. Пока-пока.